Всем привет! Вы на канале Аксель Франк. Это вторая часть видео про кошку Анфису и лебедя. А в конце ролика будет выяснение отношений Анфисы и котика Арчика из-за места. Итак, приятного просмотра! Посмотрим, зиму обещают такую обычную, без особых катаклизмов. Лебеди зиму переносят такого, чтобы лебеди там, что-то с ними стало в результате зимних холодов или чего-то другого. А в плане питания люди помогут, подкармливают и в заповеднике, и так. У меня про это ролики на канале есть, как они зимой. В общем-то, зима для них не легкое время, но в то же время абсолютно они все это переносят и в последнее время не летают. На канале есть очень интересный ролик про Санта-Барбару и лебединую верность. Там был случай, когда один из лебедей, голубь, улетел, а голубка осталась. Так получилось. Стая летела, видимо, один из присоединился к стае, другой остался. Так тоже бывает. Интересно. То есть часть лебедей улетает, часть остается. В общем-то, кто из них прав, пойди пойми. Все так или иначе проводят зиму нормально. Думаю, надо подписаться. Смотрите, сидит на ступеньке, наблюдает за лебедем. Лебедь тоже. Лебеди тоже, они в принципе тоже понимают, что кошка, она как бы питается совсем другим, и когда без птенцов какой-то угрозы кошка им тоже особо не представляет. Поэтому, если и задираются, то только из вредности. В ролике, снятом скрытой камерой, есть очень близкие кадры, как лебедь чистит себе перья. Вообще, конечно, очень, очень интересно. То есть настолько тщательно все это делается, и такой ракурс был просто очень близко. Лебедь не опасался, подплыл близко к камере и занимался такой чисткой перьев. Конечно, получилось. Вообще, скрытая камера, как оказалось, дает иногда очень неожиданные такие эффекты. Так же, как и дрон. Я постепенно активнее использую дрон. Я сделал страховку. Чтобы снимать дроном, надо сделать страховку гражданской ответственности на сумму минимум 1 000 000 евро. И надо произвести регистрацию дрона в соответствующей организации. Это все делается. Дрон у меня меньше 250 грамм. Соответственно, права на управление. А проходить обучение, получать права не нужно. Все это благодаря новому правилу, которое вступает в силу, новым правилам, новому закону, регулирующему этих движений дронов, общему евросоюзовскому, который вступает в силу с 1 января 2021 года. То есть там все это наконец-то упорядочено. И, к счастью, закон не запретительный. Он как бы регулирует, но не запрещает. Смотрите, эти противостояния такое у них просто постоянное. Я лебедям здесь не даю. Здесь давать, где поглубже, там рыба склевывает. Я им даю поглубже, рядом с берегом. А здесь так, поснимать противостояние. Смотрите, что делает. Спускается на ступеньки туда. Анфиска недавно падала в воду, повторила подвиг Арчика. Умудрилась, она запрыгнула на тент лодки и с него благополучно соскользнула. Тоже нижняя часть тела, там хвост, задние лапы, все было в воде. Но она умудрилась в последний момент уцепиться. Вот вся троица. Здесь эти разрытые кротами кроты нарыли. Арчик пытался докопаться. Есть видео на канале, как Арчик пытается раскопать эту нору кротовую. Это бесполезно, там глубоко слишком. Иногда они кротов ловят. Есть кадр в ролике про крутую Анфису и прикольного Арчика, как Анфиска тащит крота. Но они кротов не едят, они их отпускают. А кроты при этом страшно верещат. Она несет крота, а крот при этом издает просто такой ультразвук какой-то, он верещит. Смотрите, это они наблюдают за кормушкой.
Вот. А это вот сверху тоже наблюдает за окрестностями. Они под кормушкой буквально дежурят. Но кормушка, я про нее делал видео на канале, кормушка такая, что с нее ничего не падает вниз. То есть птички не опускаются на землю. Вот проблема прошлой кормушки была, что семечки падали вниз, и птички опускались их клевывать, и один раз был случай, что Анфиска поймала птичку. А мы после этого ту кормушку ликвидировали и поставили новой конструкции. Я нашел в магазине. Она сделана так, что семечки не падают. Их надо просто по одной выклевывать, но такого, чтобы от крыльев, от лап, от птичьих что-то падало вниз, такого нету. Соответственно, ничего вниз не падает, а кормушка слишком высоко для кошек. То есть подобраться к ней, подпрыгнуть слишком высоко, можно по забору, в принципе, взобраться, но птички, они успеют эвакуироваться. Ну, вот эти блуждания по крыше, которые нас доводят до вскриков нервных. Потому что они не только по черепице, они норовят еще вот в этот желоб. Вот, норовят обязательно в желоб слезть. Зачем? Почему? Думаю, надо подписаться. В принципе, падать не очень высоко. И в зависимости куда, если упадет, где-то больше половины, 2/3 вот площади под сводом крыши – это трава. Даже если с такой высоты на траву упадет, думаю, ничего страшного не будет. Но если вот в сторону двора, там где плитка, там где вот камни, ну там, наверное, будет пожестче посадка, приземление. Но пока, слава богу, я их несколько раз снимал дроном на крыше. Вот, ну, в роликах вы увидите, будут. Что интересно, Анфиска дрона боится. Дрон, она прячется, сниматься не хочет. А Арчик смотрит на него, такой довольный. Арчик к дрону относится философски. Вот, на фоне горы, тумана. Сейчас будет дома, съемки дома. Арчик пытался Анфиску согнать с более высокой позиции. Говорит, что ты тут? Потому что это его место, он всегда за это место лежит. Это его место, а она заняла, да? Да, она завалилась, ей пофиг. А она говорит, а я не уйду, говорит. Это мое место. Место хозяина не ждет. Все, говорит. Прозевал, сам, говорит. А еще и задирает его. И давай его за ухо. А почему она разбудила? Она спала, никого не трогала. Ну, не прогоняет. Потому что это его место, он там сидел. Наглая она. Арченко. Как видите, у них активная позиционная борьба. Арчик в последнее время стал Анфиске так тумаков-то давать. Давай ее за лапы. За лапы давай. Ну, а потом ему скучно, потому что он, на самом деле, он сегодня выспался. Днем. В общем, смотрите про эту парочку уже несколько десятков видео на канале, а также про Вилли и лебедей. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!